Наталья, подскажите, как выбрать психолога? На что обращать внимание? Какой будет подходящий для меня? Будет здорово, если вы окажетесь любознательным и поизучаете, какие есть методы психотерапии. И посмотрите немножко, может быть, видео на эту тему. Я планирую снимать очень много видео, рассказывающих о психологии, то есть именно вот о внутренней кухне этой интересной, глубокой профессии, чтобы вы почувствовали, куда вас тянет. Но это не обязательно. Это для тех, кто любит изучать все, с чем он соприкасается. Еще полезно при выборе психолога открывать видео психологов и слушать, смотреть, как они говорят. Если этот человек вам откликается, если вам хочется к нему прийти, то с большой долей вероятности он может вам подойти и помочь. Хотя, буду честно признаюсь вам, не так давно получила в директ сообщение от одной знакомой девушки. Я работала с ней примерно год назад одним из методов краткосрочной терапии. То есть у нас была одна встреча, на которой мы прорабатывали ее запрос. И она мне написала такой вопрос, она написала имя специалиста одного, известного, наверное, популярного, так скажем. И запрос: Наталья, а как думаете, стоит ли к нему обратиться там с такой-то ситуацией? Я смотрю, думаю, господи, ну как так? Просто этот специалист не является психологом совершенно, и это вот из разряда таких шоуменов, которые говорят очень много, раздают советы, направляют, калечат людей, честно. Знаю даже несколько людей, которые после нее были травмированы психологически. То есть, ну там совсем антипсихология. Девушка у меня это спрашивает. Я думаю, ну я же знаю, я с ней работала, это вот человек, я его прям знаю. А ей приглянулся этот специалист, ее тянет к нему. Я здесь ответила очень просто. Я не могу вам рекомендовать. Если вам человек интересен, возможно, вам стоит к нему обратиться. Я рекомендую только одно. Задайте себе вопрос. Чувствую ли я, наблюдая за этим человеком, что я могу на него опереться? Что когда мне будет сложно, трудно, я на консультации, например, спрошу его о чем-то, и он меня поддержит. Что если я буду плакать, он мне посочувствует, потому что сочувствие – это самый полезный исцеляющий инструмент из всех инструментов психолога. Если психолог не выражает, не чувствует искренне сочувствие, сопереживание своему клиенту, то он мало чем может ему помочь. Именно сочувствие, когда психолог душой прям чувствует, сопереживает человеку в рамках своей профессии. То есть там еще надо уметь правильно сочувствовать, чтобы не навредить, а только пользу оказать. То есть не роль спасателя такого, знаете, который грамотное сочувствие, профессиональное. Без сочувствия психолог, он малоэффективен. Я ей говорю, ты чувствуешь, ну вот задайте себе вопрос, чувствую ли я, что мне этот человек посочувствует, что он меня поддержит, что я ему буду не безразлична. Вот я рекомендую вам также. Просто полистайте людей разных в этой специальности. Круто, если у них есть видео, потому что по видео можно соприкоснуться с человеком и действительно по его мимике, по его словам, по его голосу, тембру голоса словить его энергию. По фотографиям это сложно, фотографии очень обманчивы. Понаблюдайте за ним и задайте себе вопрос. Я чувствую, что этот человек может посочувствовать мне, что он может мне помочь, что мне хочется ему довериться, и он поддержит меня, когда мне будет трудно, выслушает искренне. Потому что есть ряд психологов, к сожалению, которые, голодный психолог, плохой психолог. И есть люди, которые работают в этой профессии, только работают. Вот чисто интерес, деньги. Они набирают очень много клиентов, они очень сильно устают, а эта нагрузка действительно серьезная, потому что это эмоциональный контакт, на это уходит больше сил, чем просто на физический труд. И вот есть специалисты, которые набирают огромное количество клиентов, они уставшие как собаки,
И у меня был шок один раз, когда я сама была клиентом психолога. Это было в рамках обучения, но я была именно клиентом, то есть это было вне обучения обязательная терапия, то есть психолог должен был работать со мной просто как с клиентом. И эта девушка мне однажды сказала: что ты думаешь, я в душу, грубо говоря, душой к тебе откликаюсь, что ли? Нет. Я сижу, думаю, опа, как это? Потому что это было в рамках одной школы, где нас учили как раз-таки, что нужно с собой работать, душой, откликаться на человека. В этом и есть принцип терапии, иначе она не работает. Это было в методе гештальт-терапии. Я говорю, а как? Она говорит, ну ты что, ты же знаешь, я как загружена, у меня перегруз по клиентам. Я во время сессии со всеми сижу вот так вот по шею. Головой я слушаю всех, отвечаю, все, а вниз я не пускаю никого. Ты что? Это бы дорого очень стоило. И я так сижу, думаю, опа, куда я попала? Странно. А зачем мы тогда тут с тобой разговариваем? В чем тогда смысл терапии? Поэтому ищите душевного психолога. Но тоже аккуратно, чтобы его душевность не перерастала в спасательство, когда он начнет вас, желая вас спасти, куда-то тянуть. Потому что самый важный принцип еще психологии – это клиент сам решает, куда ему идти. Психологи, мы идем рядом с клиентом и даем на нас опереться, когда ему тяжело, мы как опора. Даем знания, даем информацию, чтобы человек на этом пути был максимально подкован знаниями и делал выборы свои более правильно. Ни один психолог не имеет права сказать, например, женщине, что не прощай ты своего мужа-изменника, ты же будешь с ним страдать. Ни один не имеет права, потому что это значит тащить клиента в какую-то свою картинку мира. Так нельзя, это табу. Во всех методах психотерапии это табу. Если вы слышите от психолога слова, человека, который называется психологом, слова типа «бросай этого нищеброда», ну это не психолог, это просто шоуменство или дилетантство. Я надеюсь, что эта вам информация окажется полезной в выборе психолога.